Всем позитивного времени суток, дорогие друзья. Вы на канале Wilfluff, и сегодня начало обещанных обзоров на другие ММО проекты. Чтобы предотвратить часть вопросов, я давно и часто упоминал в своих видео и стримах о том, что обзоры будут выходить на канале, пусть и не часто, но регулярно. Делаю я это для зрителей и подписчиков канала, которые в силу тех или иных обстоятельств перестали играть в Альбион, временно или на постоянной основе, чтобы у них была возможность посмотреть и подобрать альтернативу, а возможно и вам со временем захочется попробовать что-либо новое, и я хочу вам в этом помочь. И первый на очереди проект, с которым я хочу вас познакомить сегодня, Royal Quest. От замечательного разработчика Katauri Interactive, создателей легендарной King's Bounty, легенда о рыцаре, издательством которых занимались 1С. Вышла она в далеком 2012 году, 10 апреля, за 9 дней до моего дня варенья. Хоть у нее и не было масштабной рекламной кампании, она заняла свою нишу и нашла своих поклонников, которых, к слову, было немало. Она существует и сейчас, получая хоть и очень редко, но метко масштабные обновления, о которых поговорим позже. Итак, хватит лирики, давайте приступать. Как только запустили клиент, соглашаемся со стандартными условиями использования и нажимаем создать нового персонажа. Нас ожидает редактор, от которого не стоит ожидать многого. Смена прически и лица, цвет волос и кожи, выбирая из доступных пресетов. И 4 архетипа с 2 путями развития у каждого. Мечник, которым по достижении 20 уровня мы сможем стать крестоносцем, способным выдержать самый мощный дамаг, или рыцарем тьмы, наслаждаясь болью и страданиями своих врагов, тем самым восстанавливая себе здоровье. Стрелок, который сможет стать охотником с кучей ловушек, контроля и дебафов. Или снайпером, используя механизмы делать друшлаг из любого, кто ему рискнул дерзнуть. Вор, с путем развития в бесшумного и невидимого ассасина. Или разбойника, но глубоко обманется тот, что решит, будто его уровень развития остановился на фразе «А ну попрыгай». И куда же мы без магов, который может пойти по пути созидания, стихийных заклинаний и исцеления, или же по пути боли, разрушения и хаоса, став чернокнижником, в сравнении с которым самое темное существо мира Ауры будет казаться невинным и белоснежным херувимом. Подробнее о всех классах в конце видео. Надеюсь, это поможет вам определиться с выбором. На стартовой локации посмотрим, пожалуй, вором, а затем побродим по миру и интересным местам. Карта же не маленькая, как и разнообразие локаций, отличающихся друг от друга, как визуально, так и их обитателями. Но прежде обратите внимание на золотой сундук слева под персонажем и подарочную коробку справа. Каждый день, заходя в игру, вы можете получить подарок, рандомный. Потому там зачастую очень нужные подарки для прокачки персонажа и просто комфортной игры. А также каждый 5-й день можно получить особую коробку или награду с кучей ништяков, включая некоторых премиумных ездовых животных, которые при добавлении в коллекции будут давать вам пассивные бонусы, и питомцев, собирающих лут, или наградить огромным обломом. Все зависит от рандома и благосклонности госпожи. Обладатели премиум аккаунта будут получать дополнительную плюшку, в данный момент скрытую замком. Слева же в золотом сундуке будут храниться подарки за ежедневный вход или подарки за активированные промокоды, которые рассылают игрокам на ивенты по почте или пишут на официальном сайте игры. Внимание, его вместимость ограничена 1/100 предметов, все что выше будет пропадать. На старте обучающие подсказки, не мешающие игре и свободе действий. Бегаем, чилим, выполняя задания. Некоторые весьма интересно описаны с изрядной долей юмора или троллинга. Особенно присмотритесь и почитайте описание квестов в цепочке заданий «Болотные войны» 40+ уровней, если решите поиграть. При повышении уровня у нас повышается здоровье, а также мы будем получать 4 очка умения, новые способности по достижению необходимого уровня и каждый 4-й уровень 1 очко талантов. Игровой интерфейс не требует научной степени, чтобы разобраться, что и где. Слева вверху наша аватарка с ником и классом, а также показателями хп и энергии, манны у магообразных классов. Справа карта. Внизу по центру скиллы. Слева от скилл-бара полоска опыта для следующего уровня, под которой расположились иконки доступа к дереву талантов, коллекций, меню персонажа, рюкзака и прочее. Справа же полоска, которая показывает, сколько осталось процентов до получения королевской награды, которую мы получаем, истребляя мобов. Их 3 уровня: серебряный, золотой и кристальный, получив который все обнуляется, и мы вновь начинаем с серебряного. Количество наград за день не ограничено. Уровней было 60. И когда все боссы были убиты по миллиону раз, а весь контент затерт до дыр, и игроки стали разбредаться, грянул гром.
и был пробит путь на север с новой столицей Арантой. Данное обновление повысило максимальный уровень до 65-го. Новые виды брони и оружия, как и карт, которые туда можно вставить. А также новые дейлики и игровые активности. В игре часто бывают бонусы к опыту, благодаря которым новые игроки могут догнать ветеранов, хотя бы по уровню. На один из таких бонусных дней, которые устраивают от 3 дней до недели, и делают рейды по x3, тем самым увеличивая весь опыт за мобов и квесты в игре в 3 раза, знакомый Сагильдиец вкачал себе дополнительного персонажа с 1 уровня до 61 за 21 час игрового времени. С предметами тоже особых сложностей не возникнет, ведь будет куча дейликов, по которым вы сможете себе собрать предметы и зарабатывать золото, вначале в группе, а потом с ростом уровня и в соло, прекрасно зачищая их. Одевшись таким образом в сет 60-го левела, можно будет приступить к походам по групповым деликам на северной части. Помогут вам в этом боссы Элька, Инсерфанта и остальные, которых один раз в день вам будет падать сундук, в котором вы найдете себе предметы персональные и нет, а также рецепты, благодаря которым вы сможете сделать данные предметы слотовыми, поместив туда карту, которые падают с мобов в игре на всех локациях. Я покажу для примера некоторые из ежедневных заданий, которые довольно-таки легко формятся в группе или соло на максимальном уровне. В столице постоянно собираются группами на тот или иной дейлик. От вас только требуется внимательность и неконфликтность. Обладая данными качествами, проблем возникнуть не должно. Также можно вступить в гильдию, и если там играют не 3 коллеги с онлайном 1 час в год, то вам все покажут и подскажут, как и помогут с проходкой по дейликам каждый день. Достигнув капа, то есть максимального уровня, за дейлики вам будут доплачивать бонусное золото. Тем самым, со временем, разобравшись с ними и поняв принцип выполнения, у вас выработается удобный вам маршрут, следуя которому за 1,5-2 часа вы будете выполнять необходимый минимум, зарабатывая миллион в день, только с дейликов. Конечно, мы сейчас рассмотрим, куда будет уходить весь тот многомиллионный или миллиардный капитал, что мы будем зарабатывать, а потратить его будет куда. И заточка предметов, и печать, и покупка карт. И вот тут с парой названных занятий будут возникать проблемы. Начнем с того, что в столице, вот здесь, находится Абел Митчелл в Центральной алхимической лаборатории, у которого можно заточить предмет. Не только у него, еще и в каждом стартовом городе и Аранте. Для заточки нам понадобится сам предмет и непосредственно материал, который будем точить. Осколок философского камня и предмет, которым мы заточим на 100%, на +1. Далее стоит использовать ашколотские кубики, которые аннулируют шанс поломки предмета, или донатерские алхимические камни черного, белого и красного цвета, повышающие шанс заточки в 2, 4 и 6 раз соответственно. И тут начинаются чудеса на виражах. Понятно, что с каждым разом шанс заточки все меньше. И чтобы не сломать предмет, мы используем руны сохранения для предметов до 60 уровня включительно. И далее используем руны холода для предметов выше 60 уровня. Купить все можно на рынке, не вливая в свои кровные, как и реалы, донат-валюту, которую можно купить на рынке. Но при заточке лютый рандом и масса теорий. У одного получается заточить с первых попыток, а у другого из 200-й попытки на +7 и выше не заходит. Так что просадить на заточку можно кучу ресурсов, и никто не даст никаких гарантий. С печатями также. Наложение печати дорого, зато потом последующая ее смена будет обходиться вам в полцены. Но также никто не дает никаких гарантий. Для смены печати вам понадобится фиал крови, и если нужно сохранить печать и попробовать только сменить ее цвет, то Арконов Сургуч. Шансы на успех такие же, как и с заточкой, и никаких гарантий. Также в игре есть крафт, хоть и не такой интересный, как в Альбионе. Для крафта вам нужен рецепт и все по списку. Таким образом можно создать слотовый предмет с нуля. Я покажу вам лишь некоторые из интересных локаций, стараясь не сильно спойлерить, но чтобы вы могли составить некоторое мнение о локациях и фарме мобов. К слову, при PvP столкновениях здесь вы не теряете свои предметы и экипировку при смерти, не говоря уже о том, что тут локации, в которых открытое PvP, можно посчитать по пальцам одной руки. Исключение элиниумные пещеры, вход в которые находится в башне Телура возле Варлона и в Тумангане для более высоких уровней. Но и здесь
если вас убьет другой игрок, вы потеряете лишь небольшую часть предметов, как и часть собранного элениума и золота. Чем дольше вы находитесь в пещерах, тем больше бонусов на вас вешается, и тем прибыльней кач и фарм здесь. Снимать же негативные бонусы вам помогут алхимические зелья, которые покупаются тут же, в башне, на входе, за элениум. Give it a try. Even if you're too blind to see, and even if you look right through me, I never thought it would be easy. Say the words, say the words. Even if the world stops breathing, and every beating heart stops beating, nothing's gonna stop. Есть арена, заявку на которую можно подать, и пока ожидаете своей очереди, можно фармить мобов или ставить товары в магазин. А также можно изучить товары и карты, которые можно купить в магазине арены, за знаки крови, которые вы получаете за участие. Победа больше, поражение меньше. I'm walking around in the circle of life, doing the things I know, walking the same ways 100 times. Также можно отправиться в древние пирамиды геометров и изведать тайны древней цивилизации, побывать в их гробнице, рейдовый данж, посмотреть на представление безумного кукольника, купив билет в его особняк, вся территория которого является сценой. И еще целое множество необычных, невероятных и красочных локаций. Или же побывать в деревне оборотней, расположенной в Ворлоксе, спасая бедных крестьян от их несдержанных собратьев. А также поводить за собой пол или всю локацию, фармя лут на продажу, или выбить слотовый предмет переговорщик, который неплохо ценится и с радостью скупается танками и не только. А теперь давайте посмотрим на ложку дегтя в такой красивой и интересной игре. Разработчики в начале своих работ равнялись на культовый Ragnarok Online, и многое было взято оттуда и переделано на новый лад, но со старым смыслом, и цифры имели значение, но после покупки проекта мейлами здесь стали просто-таки править цифры. И какой бы вы ни были скилловый игрок, вам невероятно сложно будет победить противника, который пропечатан и заточен лучше, чем вы. А про заточку и печати я вам уже говорил. Потому мое мнение по итогу таково. Если вы хотите просто почилить и поугарать с интересных и забавных квестов, расслабиться и погулять по новым и порой весьма необычным или готичным локациям, пообщаться и завести новые знакомства, и предпочитаете вы больше PvE составляющую в играх, вам стоит сюда однозначно заглянуть. Вдруг решите отвлечься от Альбиона. Если вам наравне с PvE нравится PvP составляющая в играх, или она преобладает, то лучше не тратить время, ведь без капитальных вливаний или зубодробительных 12-16 часовых залипаний в игре вам даже отдаленно не сравнится с ветеранами и топ-гильдиями, которые годами крабили и точили свою экипировку. Однако, если вы не спешите и просто наслаждаетесь игрой, участвуя не в спринтерском забеге, а вам зашла игра и вы настроились на марафон, то попробовать однозначно стоит. Но как всегда, решать только вам, друзья. И, как я обещал, небольшой обзор классов для новичков.
Начнем со стрелков. Охотник. Конечно, я вам уже не подскажу актуальный билд для PvP на данный момент, но для соло-кача вот такой, я думаю, вам подойдет. Основная фишка — это чучело, приманивающее всех врагов вокруг себя, куча бафов себя и ловушек от замораживания и обездвиживания до замедления и подселения в тело врага паразита. Способен приручать животных, которые помогают ему в бою. Использует луки и ружья. Снайпер. В бою полагается на своих механических товарищей. Пушки Роланд всегда помогут со сложной и непонятной ситуацией, превращая его в неприступную крепость. В бою используют пистолеты, ружья и мортиры. Для каждого из видов оружия возможен свой билд и один или пара уникальных скиллов. Мечники очень схожи между собой. Крестоносец — специалист по защите, бафам себя и союзников, как и неплохой хил себя и союзников. Может стать превосходным танком, благодаря таланту, который поможет ему, получая дамаг, разгонять себе защиту еще на 15%, не считая бонусов от способностей. Или, как ни странно, можно собрать неплохого ДД. Или саппорт хила баффера. Вариантов хватает. Также мечники и их производные могут неплохо сражаться верхом, и куча способностей помогает им в этом. Наличие двух аур также способно помочь. Общая для мечников стальная защита, увеличивающая защиту. Или классовая аура стальное здоровье, увеличивающая, как ни странно, здоровье всех сопартийцев. Темный рыцарь способен восстанавливать здоровье с ударов в количестве 10% от урона, прокачав себе печать Носферату. Давать ауру стальных шипов, которая будет возвращать часть урона обратно в жертву. Сражаясь верхом, и в принципе все, на что способен крестоносец, с точностью да наоборот. Нацелен в основном лишь на усиление и защиту себя любимого. И еще, периодически подрабатывает дублером Скорпиона на съемках. Маги. Чернокнижник. Решив пойти по пути боли и страданий, мучая и истязая свою душу и окружающих, в обмен получил власть и мастерски овладел хаосом. В бою используют косу и книги с древними знаниями. А грев такой мало не покажется. Неплохие ДД и дебаферы, способны осквернять и проклинать все вокруг. Волшебники же наоборот, пошли по пути созидания, желая творить и помогать. Однако не думайте, что они не способны причинять вред своим врагам при помощи стихий. Неплохие стихийные ДД и хиллеры-саппорты. В бою используют книги, силовые браслеты, но и использовать косу не смущаются. Воры. Разбойник. Завсегдатый таверн и контролер трактов и разъездов, помогающий облегчать ношу идущих навстречу путников. Романтик с широкой душой и бутылкой пойла в кармане, которая регенит ему здоровье и мешает своими испарениями окружающим, а также любит посидеть и почилить у костра, восстанавливающего ему здоровье после бурного и тяжелого дня. Мастер коварных пинков, оглушающих и обезоруживающих приемов. Просто хороший ДД-контролер. Использует в своих промыслах кинжалы, мечи и топоры, но иногда вместо оружия во вторую руку может взять щит. Может ненадолго уйти в инвиз, сбросив с себя тем самым преследователей или мобов. Ассасин. Мастер иллюзий и профессиональный игрок в прятки, способный на глазах посреди пустой комнаты найти себе укрытие. Специалист по ядам и интригам, связывающий себя со своей жертвой единой цепью. Остаться в живых после такого сможет только один. Загадка тихо сзади подошел, сунул и пошел, разгадана неправильно. Ведь в ней говорится об ассасине и его смертоносных катарах. Случайного укола об которые хватает, чтобы смертоносный яд на них отправил вас на тот свет. Использует катары и кинжалы, неплохой ДД и мастер дот урона. Профработы в игре проводятся раз в неделю, по вторникам с 10 до 12-13 по МСК. Серверов 3: Гранос, Энигма, Логрус. И если вы хотите максимум драйва и контента, тогда добро пожаловать на Гранос. Спасибо за просмотр, друзья. Надеюсь, данное видео, как и другие, что будут выходить, помогут вам разнообразить кругозор и подобрать что-либо интересное. Вдруг решите отдохнуть от Альбиона. Я же надеюсь на обратную связь, что поможет мне улучшить подачу информации в дальнейших обзорах. Пишите, что вам понравилось, а что нет. Возможно,
Каким-то темам или моментам стоит уделять больше внимания, а другим наоборот. Мне будет полезно узнать ваше мнение. Подписывайтесь на канал и бейте в колокольчик, чтобы не пропустить ничего интересного или полезного в дальнейшем. А также оценивайте данное видео своими лайками. Всем приятной игры и только позитива в процессе. До новых встреч, друзья! To give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling